Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Вы на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас очень важная тема. У нас агрогороскоп с 14 по 17 декабря 2021 года. И это очень сказочные, волшебные, важные дни для заложения фундамента на следующий год. Я бы сказала, что это самые главные дни месяца декабрь 2021 года. Но прежде чем мы начнем освещать важную и актуальную тему, просим вас, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки. Мы не просим у вас финансовой поддержки в виде оплаты за наш труд. Подписка, комментарии, вопросы, лайки – это и есть ваша оценка нашего труда. А также просим вас, делитесь нашим видео с теми, кто вам дорог, кому вы желаете добра и благополучия. Благодарим вас за это. А теперь сам агрогороскоп с 14 по 17 декабря 2021 года. Рассмотрим день до перехода Луны в знак Телец. Он будет частично поделен на части. Большая часть будет, естественно, уже нового знака, который мы не рассматривали в прошлый раз. Это знак у нас Телец. Телец в декабре просто уникальное время, которое мы должны с вами использовать на полную мощь. Но вот 12-го, во вторник, с утра еще будут энергии Овна. Но эти энергии будут уже спящие, потому что Луна без курса с 5 часов 54 минут и до 11 часов 11 минут будет. До момента перехода уже в знак Телец. Поэтому до 12 часов никаких посевных, посадочных и других работ не проводим. Что мы можем уже с 12 часов, когда уже энергии плодородного Тельца станут полновластными хозяевами этого времени. Итак, с 12 часов можно сеять семена вершков на рассаду. Что такое вершки для новичков? Это то, что у нас дает плоды над землей. Помидоры, баклажаны, огурцы, все. И цветы в том числе, все, что нас радует над землей. А корешки – это то, что в земле дает нам урожай. Это тот же картофель, морковь, свекла и так далее. Поэтому у нас это время Тельца перед полнолунием. Сейчас готовится у нас уже очень важный период сожженного пути полнолуния, уже будет 17 декабря. Поэтому, пожалуйста, вот этот период замечательный используем после 12 часов для посева семян на рассаду вершков. Высадка рассады с 12 часов, причем рассада любых растений. У нас есть тепличники, которые ждут этого времени. Высаживаете. Здесь же можно перевалку рассады делать в большие горшочки, пересадку, все любые действия с рассадой с 12 часов. В саду очень важное время с 12 часов. Многие еще до сих пор получают саженцы растений. Кто-то розочки, кто-то маленькие саженцы садовых растений. Не высаживайте в открытый грунт, впереди будут аномальные резкие перепады, и впереди зима настоящая. У нас идет мини-ледниковый период, поэтому не высаживайте, пожалуйста, в открытый грунт. У вас есть ведро старое, какие-то горшки. Посадите с хорошей землей, потом только перевалку сделайте весной уже в грунт. Высаживайте, пожалуйста, вот эти, не укладывайте там в песок или во что-то другое и в погреб или в холодильник. Ни в коем случае. Высадите в ведра, в горшки, и можно в таком виде заносить в погреб, где будет температура держаться где-то пару градусов с плюсом. Или такое же помещение хозяйственное, где можно вот содержать эти растения, там нету минусов. Вот это очень важная подсказка, пожалуйста, используйте. Ну, естественно, в это время, уже после 12 часов, можно нарезать черенки. Причем можно нарезать черенки для укоренения, а также на весну. Обрезка сада здесь не предусматривается, здесь только исключение. У нас впереди полнолуние, поэтому, пожалуйста, с ножницами только для нарезки черенков. Зеленые операции на любых растениях не проводим, впереди полнолуние. Цветы.
Вот здесь тоже очень важный момент. С 12 часов сеем семена цветов на рассаду после 12 часов. Для комнатных растений тоже актуально. С 12 часов посев комнатных цветов, а также черенки, укоренения. Здесь очень важно тоже использовать время для посадки, перевалки, пересадки вот всех растений, которые уже готовы у вас к тому, чтобы их дальше уже проводить с ними дальше работу и для того, чтобы рост шел в вегетация полным ходом. Так что для комнатных цветов тоже вот такие задачи. Время уже после 11 часов хорошее для поливов и для подкормочек. Это делайте поливы сразу же, после 11 часов можно, а вот подкормки через несколько часов, когда полностью увлажнится земля, потому что в овне земля не принимала воду и растения не принимали. Увлажнили почву в горшочках, в других емкостях и тогда подкормочку. Естественно, в это время лучше подкормочку под корень в тарелочку и полили. Пикировка выделена по вашей просьбе в отдельную вот такую строчку с 12 часов, пожалуйста. Многие посеяли различные растения еще в ноябре. Даже есть у нас сентябрьские посевы, но вот ноябрьские пикировку можно уже проводить с 12 часов. Елку к Новому году, пожалуйста, не режьте. Единственное, что можете использовать, это нарезка уже просто целой елочки, если они для этого предназначены. Ветки не режьте, потеряете растения. Заготовки, конечно же, проводим снова же тем, кто занимается сейчас тем, что мясные какие-то консервы готовит перед Новым годом, заготовки эти делает, да и любые другие в теплых странах, пожалуйста, очень хорошее время, весь вторник и далее тоже хорошее время будет для этого дела. Ну и лекарственные настойки, мази, вот это тоже очень хорошо для того, чтобы их приготовить. Будут качественные, полнолуние, растущая луна, будет полная отдача именно в тот раствор или то, что вы делаете, лекарственных растений. И вот в этот момент истинный для квашения капусты, который очень многие ждут. С 12 часов начинаем квашение капусты. Очень хороший период начинается. Идем дальше. Среда 15-го в знаке Телец будет находиться луна. Весь день, все 24 часа, пожалуйста, занимайтесь основательно всеми работами с посевами, с посадками. Но давайте напомним, что мы в этот день сеем семена любых вершков на рассаду. Да, не забывайте про микрозелень, тоже очень хорошо, быстро получается. Рассаду любую высаживаем, то ли в теплице, то ли в теплых странах в грунт. Где уж что вот актуально, рассаду, пожалуйста, очень хорошее время. В саду еще можем укоренять, то есть нарезать для укоренения черенки и сразу же их укоренять, а также нарезать еще черенки на весну. Это у нас до момента уже сожженного пути полнолуния. Вот на этом останавливаемся. Это вот завершающий день, когда можно череночки нарезать. Другие части растений не режьте полнолуние. Зеленые операции тоже не проводим ни в коем случае. Цветы. Вот это то, что мы снова же говорили о вторнике после 12 часов. Для цветов, которые будем высаживать уже в открытый грунт или же в теплице, можно сеять семена цветов на рассаду, любых, то, что вы выбрали, то, что у вас есть. И то же самое с комнатными цветами. Сеете семена комнатных растений, здесь не только цветы, на рассаду, а также нарезаете черенки, укореняете, посадку, пересадку проводите в это время. Поливы все 24 часа суперэффективны, подкормка тоже очень эффективна, пикировка тоже в это время эффективна. Хотя впереди полнолуние, постарайтесь, как всегда, я учу вас в любом знаке, не повреждайте корневую систему. Если нужно там какие-то листики, в это время тоже не повреждайте их. Зеленые операции не проводим. Это все сделаете после сожженного пути полнолуния. Ну, естественно, мы будем об этом говорить в наших
последующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на наш канал для того, чтобы быть в курсе всех дел, которые связаны. Вот в данном случае у нас важная тема сегодня: растущая луна в знаке Телец перед сожженным путем полнолуния. Идем дальше. Естественно, елки ни в коем случае не срезаем. И тем более веточки тоже не трогаем. Может погибнуть растение. А вот заготовки, пожалуйста, лекарственные настойки или мази очень хорошо, эффективно, качественно получается. Вот квашение капусты все 24 часа. Квасьте на здоровье и приятного аппетита, и ешьте с удовольствием. Следующий день у нас четверг, это 16 декабря. Здесь уже будет переход в 23 часа 43 минуты в знак Близнецы. Но с 19 часов 11 минут начинается спячка Луны перед работой в новом знаке. Поэтому у нас очень важный момент, должны себе где-то запишите. Только до 17 часов можно еще сеять семена любых вершков на рассаду, ну и микрозелень. Высевать, так называемые способы высевания, ну разные способы есть. Готовьте микрозелень. И рассаду до 17 часов можете высаживать любую. Дайте время до 11 часов, чтобы ваши растения спокойно уже перешли в другую энергию, энергию стихии воздуха, и нормально дальше развивались. В саду никаких работ, кроме кормушек. Вот кормушечки для птиц, самое время. Помогайте, пожалуйста, нашим пернатым. Это такие умницы. Они и сейчас продолжают выискивать на веточках где-то еще каких-то вредителей, если солнышко выйдет. Ну и им очень важно сейчас, когда снег, когда мороз, дать еду. Птицы погибают не сколько из-за холода, а сколько из-за голода. Пожалуйста, кормите птиц. Зеленые операции не проводим, а вот посев семян цветов на рассаду до 17 часов. То же самое с комнатными цветами. Посевы различных семян комнатных растений до 17 часов. Но еще можно черенки укоренения для цветочных растений, тоже комнатных, это провести. Это все нужно до 17 часов сделать. И также посадку, перевалку, пересадку тоже это можете делать. Поливы проводите до 15 часов, а вот подкормочки только до 13 часов. Пикировку проводите до 17 часов. Елки не нарезайте в это время. А вот заготовки, лекарственные настойки и квашение, да, квашение капусты можно до 15 часов. А вот эти вопросы, связанные с консервацией, различными заготовками и лекарственным растением, это можно проводить до конца суток. Потому что энергии следующего знака позволяют вот это делать нам качественно. А вот квашение только до 15 часов. Ну и пятница, завершится неделя уже в знаке Близнецы. Это уже не Телец, но мы, как всегда, вот этот следующий знак рассматриваем, тем более его важно рассмотреть в связи с тем, что у нас сожженный путь полнолуния начинается утром 17-го с 7 часов 37 минут. Поэтому здесь практически почти никаких дел мы не делаем. Ну вот давайте, посевы никаких посевов, рассаду не высаживаем. В саду укрытие, если еще не сделали, кормушки для птиц устанавливаем, зеленые операции не проводим, цветы там, где нужна подсыпка, от морозов, если нету снега, подсыпайте, сохраняйте ваши цветочные растения. Комнатные цветы актуально профилактическая защита от вредителей и болезней. Поливы не проводим в знаке стихии воздуха, подкормки тоже, пикировку не проводим, елки не режем. Заготовки, вот что можно делать, и лекарственные настойки, полнолуние впереди, энергии просто шикарные для того, чтобы полностью растение отдало в тот раствор, что вы там готовите, все свои питательные лекарственные вещества. Ну, а квасить уже все, время закончилось. Вот была последняя вот эта важная дата, у нас 16 до 15 часов. Вот такой агрогороскоп, буквально на мгновение, чтобы вы могли сделать скриншот.
Луна для дома, для здоровья. Снова же с 14 по 17 декабря 2021 года. Время, как всегда, московское. Я хочу вас заранее, до рассмотрения всего этого вопроса, напомнить вам, что знак Тельца, растущая Луна, можно использовать код изобилия. Помните, 2 семерки, 5, 3, 1, 9, 1. Просто себе запишите эти цифры и находитесь в позитивном настроении. Телец – это знак, который нам помогает решать очень важные задачи в нашей жизни, связанные с нашим жильем, с землей, с урожаем. И помочь нам создать вот это изобилие в жизни. И вот код изобилия 7753191. Вот эти дни Тельца где-то себе эти цифры крупным планом напишите, и пусть иногда вы встречаетесь с этими цифрами и представляйте себя только в позитивном настроении, и, естественно, в позитивном настроении мечтайте о том, что у вас все прекрасно получается. Забудьте про миллионы, про какие-то вещи. Вот сейчас нельзя, уже время такое наступило, нельзя ставить целью какие-то материальные вещи, иначе вы их вообще потеряете, если даже что-то имеете. Ставьте задачу здоровье, в здоровом теле, здоровый дух, и все, что нужно, каждый день, каждый миг приходит в нужное время и в нужном количестве. Вот это и есть код изобилия. Ну и рассмотрим сегодня, мы дополнительно ввели еще одну строчку. Называется эта строчка «Тесто», «Хлеб». Снова же по вашим просьбам, у нас давно этот вопрос висел. Мы частично уже провели испытания и уже имеем результаты первые, поэтому можем уже об этом говорить. Так что добавляем. Зимой очень многие любят выпечку делать, хлеб печь. Вот эта интересная информация тоже очень нужна. Ну что ж, начнем уже прямо с вторника, с 14 декабря. Здесь энергии и Овна, и Тельца, поэтому печку можно будет растапливать, особенно если она у вас топилась, будет нормально все. Тесто. Вот очень интересно, на растущей Луне в определенных знаках получается очень пышное, хорошее тесто. В данном случае у нас уже будут энергии Тельца. В Тельце хорошо получается тесто. Не надо добавлять лишнее количество воды, как в Овне это нужно было делать. Но мы сейчас только начинаем эту рубрику, эту строчку, и рассматривать будем дальше. Поэтому в данном случае у нас энергии Тельца. Ровно столько, сколько у вас по рецепту есть, обычно никаких проблем нету, не надо доливать. Поэтому готовьте с любовью, с хорошим настроением, по инструкции, по рецепту, и у вас все получится. В Тельце растущая Луна очень хорошо все будет и вкусно получится. Рукоделие в Тельце супер, прекрасное время для творчества. Стрижка волос нет, конечно, потому что вблизи полнолуние. Не состригайте свою энергию и не отказывайтесь от накопления. Вот этой растущая Луна давала вам очень хорошей позитивной энергии. От них не отказывайтесь и не срезайте. А вот мыть волосы можно. Далее, стрижка ногтей ни в коем случае в это время не проводите. Это если там что-то заломался ноготь, то можно сделать такую стрижечку. Это тоже, кстати, очень влияет на наше здоровье и потом далее на рост ногтей. Далее полнолуние у нас, так что это учтите. Покраска волос. Хотя это Телец, но впереди полнолуние. Энергии просто захлестывают, они вылетают с кончиков волос наших, потому что это антенны. Поэтому не красьте в это время волосы. И пока подождите, я думаю, что на убывающей Луне там будут хорошие периоды, до Нового года сделаете. И пострижетесь, и покрасите волосы. Очистка кожи еще не делаем, это будет у нас уже после сожженного пути полнолуния. Ремонт можем только с утра. Скажите, кто-то мне уже написал, какой ремонт зимой? Ну, у нас ремонт, конечно, зимой, кстати, иногда я использую, и мама часто пользовалась, печка. Вот если она уже потрескалась, то вот этот период действительно можно использовать. И очень хорошо в Овне это делать с утра.
и сразу же там вот высохнет, побелить, зашпаклевать. Ну а далее уже в Тельце это не делайте, уже не тот эффект будет. Проветривать вещи в Тельце не рекомендуется, даже если у вас солнце и ветер. А так как сейчас погода везде и всюду, вот эти циклоны несутся, влажные, лучше пропустите этот день. А вот стирать можно и уборку делать. Но по поводу стирки в знаке Телец она будет более-менее хорошо. Особенно вот эти пятна в Овне утром не делайте, плохо пятна отстирываются. В Тельце можно стирать, и получится пятновыводитель используйте, получится хорошая качественная стирка. Среда, 15 декабря. Напоминаю, это день, когда вот этот код изобилия наиболее успешный и наиболее эффективный. Ну, а печку можно топить, тесто готовить из теста, различные пироги, хлеб очень хорошо, рукоделие, творчество супер, стричь волосы, стричь ногти, красить волосы, это мы не проводим, кроме мытья волос. В Тельце на растущей луне хорошее качественное мытье происходит. Очистка кожи не делаем пока. И ремонт в Тельце не делаем. Я сейчас попробую так, чтобы у вас был виден весь спектр данных этих дат. Вот чуть-чуть вот так вот. И далее проветривание вещей. Не делаем вот эти дела. Ремонт тоже. А вот стирка и уборка, пожалуйста. Но уборку на растущей луне перед полнолунием делайте такую вот поверхностную, не генеральную, и берегите себя. Здесь даже важнее ваше состояние. Это полнолуние очень интересное, очень насыщенное энергиями, поэтому берегите себя, не перетруждайтесь. Телец 16 в четверг декабря будут и Телец, и Близнецы. Но вот энергии будут все-таки и одни, и другие энергии Земли, энергии воздуха замечательно работают для того, чтобы мы могли и растапливать печку, и приготавливать очень вкусное тесто, различные блюда из теста. И рукоделие в Тельце будет энергия работать все сутки. Стрижка волос по-прежнему, стрижка ногтей, покраска волос не проводится, кроме мытья волос. Очистка кожи также еще не делаем ничего. Ремонт не делаем и проветривать вещи не советуем. Это Телец, просто-напросто не напрягайте себя, отдыхайте. Стирку можете провести, а вот уборку рекомендуем спокойствие. Нагрузки сейчас не нужны перед сожженным путем полнолуния. Берегите свое здоровье. И уже 17 декабря в Близнецах, полнолуние у нас 19, уже очень рядышком. Можно печку топить, стихия воздуха, прекрасно все получится. Тесто тоже растет, луна и полнолуние скоро тоже. Но вот здесь я хочу дать такой совет, будьте внимательны. Вот здесь в стихии воздуха при растущей луне получается, что иногда воды мало. Поэтому, когда будете замешивать тесто, следите за этим моментом, если что, добавляете то ли молоко, то ли вода. Ну вот все, что, на чем вы замесили тесто, вот внимательно, здесь может не хватать вот жидкости. Рукоделие уже в Близнецах, оно не приветствуется. Стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос не проводится, кроме мытья волос. И далее у нас идет очистка кожи, тоже еще не проводится. Ремонт перенесите на другое время, проветривание вещей тоже не надо в это время проводить, это полнолуние. Просто я всегда прошу в полнолуние и сама в семье так организованы дела, что в это время как можно меньше физических нагрузок. Нужно в это время отдыхать. Просто пройдитесь по саду, просто по воздуху, но без каких-то физических нагрузок. Стирка в это время некачественная в Близнецах получается. И уборка тоже спокойствие. Пожалуйста, берегите себя в эти дни. Декабрь очень сложные энергии, тем более сейчас трансформация, перестройка полностью идет в наших телах, в природе. Поэтому в это время находитесь в состоянии такой медитации. Это не значит, что нужно лежать и спать.
Да, спокойно себе прогуляйтесь, пройдитесь, посмотрите, понаблюдайте за птицами, покормите птичек. И если плохая погода, то в окошко понаблюдайте, что же там происходит. И читайте в это время, очень хорошо читать, изучать, анализировать. Вот это для этого время прекрасное. Учиться, учиться, учиться. Луна для здоровья. 14 декабря будет переходный период из Луны из знака стихии огня в знак стихии Земли, в знак Телец. И это очень сложный период, сложное время. И будут энергии и Овна, и Тельца где-то накладываться. Поэтому в Овне еще по-прежнему будет большой риск травм и переломов. Также обратите внимание на зубы и глаза. Операции ни в коем случае не проводите. Здесь и растущая Луна, и тем более вот на этих органах головы, за которые отвечает Овен, то есть на голове кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы. Это в это время ни в коем случае не используйте вот эти органы для операций, то есть не допускайте каких-то операционных дел с вашей головой. В это время уязвима также психика и сердечно-сосудистые системы. Впереди полнолуние. Ну и планеты некоторые делают вот сейчас напряжение такое сильное. Поэтому, пожалуйста, могут обостриться истерики, психозы, депрессии. Лучше спокойствие, спокойствие и спокойствие. В это время может обостриться мочекаменная болезнь, мигрени, могут быть гипертонические кризы и обостряются неврозы. Пожалуйста, вот это учтите и ни в коем случае не напрягайте себя. После обеда 14 декабря и 15 декабря все 24 часа, 16 декабря тоже все 24 часа в полную мощь будут работать энергии стихии Земли. Это время Луны в знаке Телец. Но запомните, и впереди полнолуние, очень сложное время. Отказывайтесь, ну, только в экстренных случаях проводятся любые операции. А так сейчас неблагоприятное время для любых операций. И противопоказано голодание. И, естественно, минимальная физическая нагрузка. А вот что с питанием, вот это очень интересно. В это время как раз должно быть полноценное и обильное питание. Но не все подходит. Нельзя в это время свежее молоко, тем более магазинное фасованное молоко. Нельзя в это время в тельце сливочное масло, соленья различные, консервация, мучные изделия не рекомендуются, кофе, алкоголь и сладости. Зато можно использовать, кто ест мясо говядины, но не жирные, печень трески, рыбу, рыбопродукты. Из каш очень хорошо в это время овсянка. Используйте молочно-кислые продукты, морковь, свеклу, все виды капуст, цитрусовые, картофель, салат, айву, облепиху и клюкву. И очень полезны в это время чаи с ромашкой, с мятой, шалфеем, шиповником, лимоном. 17 декабря растущая Луна будет в знаке Близнецы. И это уже сожженный путь полнолуния, очень сложные энергии. И тем более в это время у нас будет как раз период, когда уязвимы легкие, плевра, бронхи. Это именно в Близнецах вот эти органы наиболее уязвимы. Также трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. Вот именно в этот период обостряются различные заболевания верхних дыхательных путей, обостряется астма, ларингиты, пневмонии. Тем более, что сейчас при нынешней ситуации с различными вирусами очень нужно быть внимательны. Поэтому берегите себя, одевайтесь тепло, не перетруждайтесь, ведите очень спокойный образ жизни, берегите, пожалуйста, себя. Ну а теперь, на что нужно обратить внимание в этот период в Близнецах с 17 декабря.
Могут быть аллергии на лекарства, тоже очень внимательный прием лекарств. Должна быть пища часто, но небольшими порциями. И исключите, у кого есть щавель, шпинат, вот вы любите эти зеленушку, эти растения, пожалуйста, исключайте, не используйте в эти дни. Почему-то именно щавель и шпинат для этого периода очень плохо для организма нашего. Ну, а что можно в это время? Естественно, продукты с большим содержанием фосфора и кальция. В первую очередь, это различные орехи, соя, бобы, фасоль, зеленый горошек, редис, мак, кунжут, миндаль. Ну, если нет укропа уже свежего, есть в морозилке или сушеный, тоже можно использовать. У многих на окошках есть вот эта зеленая, очень вкусная приправка. Также сейчас в достаточном количестве есть гранаты, цветная капуста еще, сельдерей. Используйте для приготовления каш, ну, любые, абсолютно любые зернышки, то, что вам нравится. Очень хорошо в это время авокадо, рыба, рыбопродукты. Можно отварную курицу приготовить, индейку, куропатку, но старайтесь их использовать не жирные. Вот должны быть натуральные, те, которые в природе живут, не напичканные вот этими различными препаратами, которые используются для выращивания бройлеров и так далее. Ну что ж, наша сегодняшняя передача, наше видео завершается. Мы, авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик, желаем вам крепкого здоровья. Берегите, пожалуйста, себя в эти очень ответственные дни. Желаем вам позитивного, солнечного настроения. Читайте, анализируйте, учитесь. И поменьше физических нагрузок в это время. Ну и витаминов побольше. Заряжайте свое тело витаминами для того, чтобы оно спокойно вот этот период, пока у нас до 25 декабря, вот это темное время, для того, чтобы мы легко его прошли. И затем уже весна, вот там уже вот она уже вот просит уже. И мы знаем, что она уже машет нам рукой, цветами своими. Так что уже совсем мало осталось к тому моменту, когда мы уже начнем заниматься полностью весенними заботами. И, кстати, не забывайте о новогодних праздниках, тоже готовьтесь к ним. Они должны быть у вас обязательно веселыми, радостными и счастливыми. Как встретишь Новый год, так и его проведешь. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого-самого доброго. Пока-пока!